Все мы помним легендарную сцену с вазой. Это была первая встреча Нео с Пифией. Вы прорицательница? Пифия. И не переживай из-за вазы. Какой вазы? Да этой. Извините. Сказала, не переживай. Мои дети ее склеят. Как вы узнали? Ох. Думаю, что тебе интереснее другое. Разбил бы ты вазу, если б я не сказала. Нам всем запомнилась эта сцена как маленькая остроумная демонстрация ее дара предвидения. Но что, если я вам скажу, что этот момент Пифия не предсказывала будущее, а буквально создавала его? Забудьте все, что вы знали о предсказаниях Пифии. А что, если это были не предсказания, а, скажем так, инструкции? Что, если каждый ее совет был идеальным просчитанным ходом в сложившейся кармической игре, о которой не догадывался даже сам архитектор? Давайте разберемся, почему Пифия была не просто программой оракула. Она была настоящим мастером кармы, и именно она, а не архитектор, вела Нео по пути, который был предначертан не пророчеством, а нерушимым законом причины и следствия. Если вам близок такой формат, спокойный и вдумчивый разбор фильмов через призму вет, тогда просто поддержите этот канал своим лайком и подпиской. Это простой жест, но именно так вы даете энергию ведической мудрости продолжать идти дальше. В ведах говорят, все, что мы поддерживаем своим вниманием, возвращается к нам в другом качестве во благо. Прежде чем мы перейдем к доказательной ведической базе, давайте быстро разберемся в таком понятии, как карма. Это не какая-то эзотерическая система наказаний. По сути, карма – это универсальный закон причины и следствия. Каждое действие рождает противодействие. Каждое решение, каждая мысль – это причина, которая неизбежно приведет к какому-то следствию. Вспомните диалог Нео с программой Рама Кандра на вокзале. Это очень просто. Я безмерно люблю свою дочь. Я впервые вижу столь удивительное, необыкновенное создание. Но в том мире, где мы существуем, этого мало. Любая программа создается с какой-нибудь целью. В ином случае она стирается. Я отправился к французу, чтобы спасти дочь. Вы со мной не согласны. Нет, я просто впервые. Слышите, как программа говорит о любви? Машинам неведомые эмоции. Любовь не эмоция. Любовь для нас – это связь двух субъектов. Для машин это просто переменная, но для программ, изучающих людей, таких как Пифия, карма – это фундаментальный принцип, который управляет реальностью. Именно в этом и кроется корень конфликта двух главных сил матрицы. С одной стороны, архитектор. Он чистый, холодный разум, для которого мир – это математическое уравнение. Он жаждет порядка и баланса, где нет места случайностями. Любой сбой, любой человек, который не принимает программу, для него лишь аномалия, которую нужно устранить. С другой стороны, Пифия. Программа, созданная, чтобы понять человеческую душу. Она есть интуиция, хаос, сама жизнь. Пифия понимает то, что никогда не поймет архитектор. Человеческий выбор нельзя просчитать и загнать в рамки уравнения, но его можно направить. Можно создать такие причины, которые с огромной вероятностью приведут к нужному следствию. Она не пытается устранить аномалию, она использует ее для эволюции всей системы. И ее главный инструмент – это закон кармы. Давайте посмотрим на встречу Нео с Пифией не как на гадание, а как на сеансы кармического программирования. Ведь вы помните ту самую первую встречу? Нео, полный сомнений, приходит к Пифии. И что она тогда ему сказала? В целом она ему сказала, что прости, парень, у тебя, конечно, есть дар, но может быть в следующей жизни. Она говорит ему, что он не тот самый избранный. И вот тут возникает вопрос, зачем она ему так сказала? Если воспринимать эти слова буквально, может показаться, что Пифия ошибалась. Но это не была ошибка, и это не была ложь в привычном смысле. Это был кармический катализатор. Пифия видела, что Нео не готов принять на себя такую ношу. Он боится, он сомневается, он ищет подтверждение извне, как знак, который снимет с него ответственность. И тогда она делает гениальный ход. Она снимает с него саму идею предназначения, как бы говоря ему тем самым:
Ты не избранный. Расслабься. В следующей жизни. И в этот момент происходит самое важное. Освобожденный от оков пророчества, Нео впервые в жизни оказывается перед настоящим свободным выбором. И этот выбор не заставляет себя долго ждать. Морфеус сразу оказывается в плену у агентов. И именно тот самый Нео, он возвращается, чтобы спасти Морфеуса, потому что он именно верит в него. Он готов пожертвовать собой ради другого. Вот как раз в этом и кроется первый кармический узел. Акт чистого самопожертвования. Именно в этот момент Нео становится избранным. Не потому, что он им рожден, а потому, что заслужил это право своим поступком. Пифия не предсказывала этот исход. Она не написала его за Нео. Она сделала нечто гораздо тоньше. Она создала условия, в которых этот поступок стал для него единственным возможным. И вот здесь как раз мы подходим к главной кульминации нашего этого видео. Кем же Пифия является на самом деле? С ведической точки зрения. В ведической традиции существует некий образ, аватар Вишну Майя. Суть этого аватара – это иллюзия во благо. Это не обман, не сокрытие истины ради контроля. Это защитная завеса реальности, которая удерживает истину до момента, когда сознание готово ее вынести. Истина, открытая слишком рано, не освобождает, а наоборот может сломать этот путь. Пифия действует ровно так же. Она не разрушает иллюзию матрицы. Она не говорит Нео, кто он есть. Она не ускоряет его пробуждение. Она дает ему время. Время, в котором выбор должен родиться изнутри, а не быть навязанным знанием. Именно поэтому Пифию мы и рассматриваем с ведической точки зрения как аватар Вишну Майи матрицы, то есть иллюзия во благо. Не для того, чтобы обмануть, а для того, чтобы путь не был сломан раньше времени. А теперь давайте перенесемся в серию «Перезагрузка». Она говорит, что ему предстоит выбор между спасением всего человечества либо спасением той самой единственной его любимой женщины Тринити. На первый взгляд это жесткое пророчество, но на самом деле это идеально выстроенная кармическая ловушка. Пифия знает, как работает система архитектора. 5 предыдущих избранных всегда выбирали перезагрузку матрицы, потому что это было логично – спасти миллиарды ценой одного города. Но Пифия делает ставку на иррациональное. Она знает, что единственная сила, способная сломать безупречную математику архитектора, это очень конкретная, безумная и нелогичная любовь к одному человеку. Она не просто говорит Нео, что Тринити может умереть. Она вкладывает в его голову саму идею этого выбора, зная, что его чувство к Тринити превысит любой долг. И когда Нео стоит перед архитектором, он делает то, чего не делал ни один до него. Он выбирает дверь, ведущую к Тринити. Он выбирает любовь. Этот поступок – настоящая аномалия, которую архитектор не способен ни понять, ни просчитать. Это кармический взрыв той силы, что ломает весь 600-летний цикл. Пифия пожертвовала пророчеством, чтобы поставить шах всей системе. В серии «Революция» мы видим их последнюю встречу. Она больше не разбрасывается туманными намеками. Она дает прямые инструкции. Она объясняет Нео природу Смита, ставший его антиподом, его негативом. Она говорит ему ключевую фразу: «Все, что имеет начало, имеет и конец». Это не философия, это прямое руководство к действию. Она программирует Нео на понимание того, что он не может победить Смита в драке, потому что Смит – это он сам. Его можно только уравновесить. Фраза «все, что имеет начало, имеет и конец» – это кодовая фраза, которую Смит позже повторит, сам не понимая почему. Пифия, по сути, вложила в Смита через себя спусковой крючок для его же собственного уничтожения. Она направляет кармический путь Нео к единственному возможному финалу. Не к победе в войне, а к жертве ради баланса. Она подталкивает его отправиться в город машин и заключить сделку. Завершить кармический цикл, который он сам же и запустил, когда решил спасти Морфеуса. Так что да, ваза разбилась не потому, что Пифия это предсказала, а она предсказала это, чтобы ваза разбилась. Это была ее демонстрация метода в миниатюре. Каждый шаг Нео, казавшийся его собственным выбором, был звеном в цепи, запущенной Пифией.
Она не предсказательница, она кармический инженер, Вишну Майя. Она не читала будущее, она его строила. Кирпичик за кирпичиком, выбор за выбором, используя Нео как свои руки, а его любовь и жертву как цемент для нового мира. А что думаете вы? Была ли Пифия гениальным манипулятором или чем-то большим? И был ли у Нео вообще выбор, или его свобода воли была величайшей иллюзией Матрицы? Напишите свою теорию в комментариях. Мне будет очень интересно с вами пообщаться на эту тему. Если вам понравился этот разбор, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео о скрытых смыслах ваших любимых фильмов через призму ведических знаний. В описании обязательно оставлю ссылки на видео серии «Матрицы и Веды». Обязательно посмотрите. Ранее мы уже рассматривали архетип агента Смита и Морфеуса. В скором времени выйдет новый ролик про архетип архитектора и его роли в «Матрице». До новых встреч. Спасибо, что досмотрели до конца. Все вернется вам во благо.